сегодняшнем видео хочу показать, как можно легко и просто делать обложки для актуальных сторис. Для этого нам потребуется приложение PicsArt и сайт, на котором мы сейчас находимся, который называется Flat-Icon. Это сайт для профессиональных дизайнеров, и здесь огромное количество разнообразных иконок. Ну, первым делом, конечно же, мы продумываем, какой мы хотим, чтобы у нас был дизайн. Продумываем, какие нам нужны цвета и что должно быть изображено на этих иконках. На сайте нужно ввести в строку поиска на английском языке тот предмет, который мы хотим, чтобы был изображен. Я, например, наберу fashion, что означает мода. Предлагаются разнообразные иконки. Те, которые с коронками, это платные. Без коронок, соответственно, бесплатные. Ну вот смотрите, есть вот такая иконка, например, и ее варианты. Она может быть закрашенная, такая, либо контурная. Для того, чтобы ее скачать, нужно просто нажать кнопочку Download. И еще есть здесь одна тонкость. На сайте нужно зарегистрироваться. Регистрация происходит обычно при помощи e-mail. И тогда у вас открываются дополнительные возможности. Например, такая возможность, как поменять цвет этой иконки. Вот нажимаем карандашик. И здесь вот у нас иконка черная. Мы можем выбрать цвет ее. Например, сделать ее белой. Либо какого-нибудь другого цвета, какой вам нужен. Просто вот вводя пальцем по этой палитре. Ну, давайте возьмем белую и скачаем. И здесь обязательно выбирайте формат PNG на прозрачном фоне. SVG, просто я боюсь, что оно в PicsArt может не примениться. Выбираем формат PNG и размер самый большой, 512. И скачиваем. Файл скачался. После того, как мы скачали необходимые нам иконки, идем в приложение PicsArt. Здесь нажимаем плюсик. И переходим в фоны, цвета фонов. Здесь мы можем выбрать какой-нибудь цвет из предложенных или пролистать до конца, выбрать вот этот кружочек и здесь выбрать свой цвет. Когда мы вводим по кругу, меняется сам цвет, а если мы в квадратике вводим пальцем, то у нас меняется его насыщенность. Ну, давайте выберем какой-нибудь. Вот такой, например, розовый. Вот наш фон. Идем в инструмент обрезка. Обрезаем его до формата Stories. Вот таким образом. Дальше идем, выбираем инструмент «Добавить фотографию», «Добавить фото». И из нашей галереи выбираем скачанную иконку. Вот, например, я выбрала беленькую иконку. Можем порегулировать ее размер, но не слишком увеличиваем, потому что, как вы помните, в актуальных сторис там обрезается до кружочка, чтобы эта иконка не дотрагивалась до краев этого круга. Ну, допустим, так будет достаточно. Нажимаем галочку и сохраняем. Сохранено в галерею. И теперь нам остается эту обложку разместить у себя в Инстаграме. Посмотрим, как это сделать. И теперь зайдем в свой Инстаграм и посмотрим, как добавить актуальные сторис и поменять в них обложку. Здесь все просто довольно. Нажимаем вкладочку «Добавить». Нужно будет выбрать несколько сторис, которые мы хотим разместить именно в этом разделе. Из уже существующих я выбрала 3 последних. И есть у нас вкладочка «Редактировать обложку». И выбираем фото, попадаем в свою галерею и загружаем наше изображение. Такое или такое. Я тут экспериментировала с разными цветами, но вот беленькая мне больше нравится. Идем дальше. Здесь
с обложкой. Мы закончили, я нажимаю «Готово», и нам еще нужно придумать название для нашего актуального. Я напишу просто «Тест». И посмотрим, как это будет выглядеть уже в профиле. Нажимаем «Готово». И вот наша обложечка появилась среди наших актуальных. Конечно, тут нужно поэкспериментировать с цветами, подобрать хорошие цвета как для фона, так и для самой иконки, чтобы это выглядело красиво в нашем профиле. Ну, тут уже нужны такие немножко дизайнерские навыки. Ну что ж, друзья, я вам показала очень простой способ, как делать обложки для актуальных сторис. И давайте я еще покажу, как удалить актуальные сторис. Значит, мы заходим в эту иконку и просто начинаем по очереди удалять сами сторисы, которые мы сюда добавили. Следующий, вот здесь три точечки нажимаем. Следующее также самое убрать из актуального. Удалить. И после того, как мы удалили все сторис в этом актуальном, удаляется и сама иконка из профиля. И, конечно же, это не единственный способ создавать актуальные сторис. Я просто показала самый простой способ. На моем канале есть еще видео про актуальные сторис. Я прикреплю ссылочку. И, конечно же, можно использовать специальные приложения. Есть и Canva, и есть еще другие приложения, в которых тоже можно делать обложки для актуальных сторис. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.